Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодняшний видеоролик короткий, но очень информативный. На моем канале есть целый плейлист по вязанию тапочек из трикотажной пряжи, но нет изготовления верхней части спицами платочной вязкой. Сейчас я покажу, как сделать вот такой верх тапочка. Он очень мягкий и эластичный, и, на мой взгляд, самый удачный. Чтобы не наделать ошибок и не перевязывать, вам достаточно посмотреть этот видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Я буду использовать спицы из своего нового набора «День и ночь» от Knit Pro. Этот набор специально создан для вязания из темной и светлой пряжи, так как спица наполовину черная, наполовину светлая. То есть светлая часть используется для вязания темной и черной пряжи, а темная для светлой и белой. На контрасте хорошо видно петельки, и глаза меньше устают. Итак, я остановилась на спицах 5,5 миллиметров. У меня черная трикотажная пряжа. Я беру нить с запасом для того, чтобы хватило на пришивание одного края по стельке. Оставляю край нити перед работой, подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Достаточно туго подтягиваю, размещаю ее на спице. Далее набираю петли самым простым способом. Оборачиваю вокруг пальца, далее набрасываю на спицу. И так далее. Мне нужно в общей сложности 15 петель. Именно такой набор петель обеспечит очень мягкий и эластичный край для тапочка. Хочу акцентировать ваше внимание, что если вам кажется мало петель, не спешите. Количество 15 штук, это на среднюю ногу. Этот тапочек новый, но в процессе носки именно это вязаное полотно очень эластично и хорошо садится по ноге и немножко потянется. То есть если кажется немножко маловато и тесновато, не спешите, иначе придется перевязывать и уменьшать количество петель. Я переворачиваю вязание. Для удобства переворачиваю спицы удобного цвета стороной. Первая петля в ряду всегда снимается, следующие провязываются за заднюю стенку лицевыми. Каждый ряд будет вязаться лицевыми петлями. Каждая последняя петля ряда будет изнаночная. И так из ряда в ряд. Я буду вязать до того момента, пока мне не потребуется сделать убавление на уменьшение верхней части тапочка. И последняя петля, повторюсь, изнаночная за переднюю стенку. Готово. Переворачиваю вязание. И так ряд за рядом вяжу необходимое количество рядов. Лицевые за переднюю, первую снимаю. Последняя изнаночная. Сейчас у меня 3 изнаночных по одной стороне и 3 изнаночных ряда по другой стороне. В следующем ряду я делаю убавление. Снимаю первую петлю, далее снимаю вторую и третью, переворачивая, одеваю их так, чтобы удобно было провязать их вместе за заднюю стенку лицевой, чтобы они не перекрутились. Далее лицевые в конце ряда точно так же 2 вместе и заключающая изнаночная. 15 минус 2 убавки, остается 13 петель после этого ряда. Снова снимаю одну, вторую, одеваю их наоборот, провязываю за заднюю стенку лицевой и заканчиваю изнаночной. Далее еще несколько рядов до следующего убавления. По рисунку каждый ряд лицевой.
Сейчас у меня уже по 8 рядов изнаночных с каждой стороны. И в следующем ряду я делаю точно так же убавление. Первую петлю снимаю, следующие 2 переворачиваю для удобства, провязывая их за заднюю стенку лицевой. Последующие все за переднюю до конца ряда, где снова делаю убавление, после которого у меня остается 11 петель. Переворачиваю, провязываю лицевой и заключительная изнаночная. Это последнее убавление детали. Переворачиваю спицу для удобства, чтобы вам было виднее. Сейчас вяжу несколько рядов по 11 петель в ряд, после чего буду закрывать. По одной стороне у меня 9 изнаночных, по другой 10. Край начала с этой стороны, соответственно, другой край у меня должен получиться с другой стороны для пришивания этого края. Следующий ряд последний и закрываю петли. Первую снимаем, следующая лицевая, первую набрасываем на вторую. Сильно не затягиваем эти петли, потому что этот край не должен быть стянут. Снова лицевая и набрасываем. Лицевая, набрасываем и так далее, петля за петлей до конца ряда. Отрезаю нить примерно с таким же запасом. И вытягиваю эту петлю. Еще раз повторюсь, деталь может показаться очень маленькой. Моя получилась по длинной стороне трапеции 14 сантиметров, по короткой 11, в ширину 9,5 сантиметров. Но это преждевременно. У меня тапочки вязаны на 39 размер ноги, точно с такой же верхней частью. Она кажется очень компактной, но именно это платочное полотно очень эластично и хорошо растягивается в процессе носки. Тапочки сядут идеально. Как связать стельку и пришить верхнюю часть к стельке, есть в моем мастер-классе. Плейлист добавляю вам здесь, а также в описании под этот ролик. Все необходимые ссылки на продавца-производителя инструментов, материалов оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!